Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже состоялась презентация коллекции весна-лето 2023 под маркой Dries Van Noten. Спустя более 2 лет бренд вновь возвращается на парижский подиум, устроив модное шоу в реальном формате. До этого времени, с внедрением всем известных ограничений, несколько сезонов подряд бельгийский дизайнер и основатель одноименного дома представлял новые линейки в фэшн-роликах и красочных лукбуках. Известный своей безграничной любовью к цвету, в том числе и к ярким цветочным узорам, Van Noten неожиданно начинает модное действо с череды образов в черном. Короткие пальто, красиво задрапированные по центру, жакеты без рукавов четко обозначенной линией талии или с длинной бахромой, топы в оборках, словно измятые платья и юбки миди асимметричного кроя. Мне как-то не совсем понятно, с чем связано такое решение, ведь сам модельер называет коллекцию очень оптимистичной. У меня на этот счет пока только одно объяснение. Любое разноцветие отвлекает внимание и немного мешает хорошо рассмотреть все детали кроя. Мастерство пошива одежды, где каждая выточка как четкий хирургический шов. Именно Total Black, по мнению дизайнера, дает возможность заметить все линии сложной конструкции, уловить силуэт и структуру ткани. Что-то подобное мы с вами, друзья, уже видели в коллекции Валентина, где были представлены исключительно монохромные образы. Только помимо тотального черного, бренд сделал ставку на смелую фуксию. Но речь не об этом. В отличие от Пьер Паоло Пиччоли, Van Noten предлагает нам вспомнить знаменитую картину Малевича «Черный квадрат» и словно заглянуть в бесконечный абстрактный черный вакуум. Дизайнер утверждает, там нет пугающей пустоты, и все мы сегодня должны быть оптимистами, а это значит, что после кромешной тьмы всегда наступает рассвет. Так и в новой коллекции строгие формы сменились мягкими и свободными, а безграничный черный – светлыми оттенками. Не упустите этот момент из внимания, мои дорогие зрители, и обязательно досмотрите видео до конца. Часть модных нарядов на предстоящий теплый сезон дизайнер предложил в нежной пастельной гамме, которую, как я считаю, очень несправедливо называют бледной, безликой и как будто застиранной. У дизайнера, на мой взгляд, получились прекрасные цветовые комбинации. Плюс ко всему сложная драпировка, воздушное плиссе, рюши, пайетки, модная жатка и кроше. Но Dries Van Noten не был бы собой, если бы в его коллекциях не оказалось сочных ярких красок. Разве мы можем, друзья, провести это лето без нарядов с узором цветочек? Дизайнер никак не мог допустить такое. И вот в финальном блоке показа серое мрачное помещение с бетонными колоннами и низким потолком, словно по взмаху волшебной палочки сказочной феи, наполнилось ароматом цветов. На подиум выходили модели в одежде, сплошь покрытой флористическим принтом. Размытый акварельный рисунок мне напомнил популярный узор тай-дай. При взгляде на эти жизнерадостные мотивы появляется чувство, что смотришь в калейдоскоп с увлекательными цветными переливами. Van Noten смело миксует в одном ансамбле сразу несколько ярких принтов, делая все легко, гармонично и слаженно. Дизайнер уверен, такой гардероб наверняка понравится всем, кто не желает провести ближайший теплый сезон с серой мышкой. Что касается аксессуаров, в украшениях вновь заметен тренд на моносерьги. Массивные, крупные, похожие на цветную бижутерию. К ним в комплекте идут не менее крупные кольца, браслеты, а также аккуратные броши. Отдельной строкой в обзоре коллекции мне бы хотелось выделить обувь. Больше всего запомнились модели с декором из цветной или черной ткани, собранной в драпировку или с очаровательными рюшами. Подобная тенденция прослеживается и в оформлении сумок, часть которых еще украшают пайетки или рукодельное плетение с невероятно длинной бахромой. Особый акцент в обувной моде сделан на каблуки. Есть платформа, туфли на высоком основании из прозрачного пластика и самые необычные с каблуками фантазийной изогнутой формы. Как думаете, что подтолкнуло мастера на такую идею? Явно не смеситель для кухни. С интересом жду все ваши версии в комментариях. Приятного вам просмотра, друзья! Скажу от души огромнейшее спасибо за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Всем красоты,
мирного чистого неба и по-весеннему яркого, солнечного настроения.